Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Ферат разговаривает с Гежой Азади, Баран звонит ей и сообщает, что правой рукой Джавахира является Хасан. Затем Ферат говорит, что предатель – Хасан. Пока Хасан пытается открыть сейф в комнате Барана, в комнату входит Дилан и спрашивает, что ты здесь делаешь. Хасан злится на слова Дилана и идет к нему со словами: «Почему ты всему вмешиваешься?» Тем временем приходит госпожа Азади и ругает Хасана. Госпожа Азади выгоняет Барана оттуда, чтобы он не испачкал руки кровью, и говорит ему, что отправит ему деньги на склад. Ясмин объясняет, что она говорила со своим отцом о Харуне и очень его огорчила. Баран сердито приходит в особняк и кричит Хасану. Когда Дилан спрашивает, что случилось, Баран говорит, что предатель он. Затем, когда госпожа Азади говорит, что она только что ушла, Дилан и Гуль удивленно смотрят на нее. Он поручает Ферату позвонить Хасану. Пока Джевдет пытается подбодрить Харуна, Харун очень недоволен. Когда Баран приходит в его комнату с Диланом, говорят, что он среди нас предатель. Дилан спрашивает: «Ты уверен, что этот инцидент неправильный?» Баран разделяет свою печаль, спрашивая: «Разве не трудно поверить, может ли собственный дядя быть таким предателем? Если я не смогу отвернуться от дяди, кому я буду доверять?» Цеврии, с одной стороны, обвиняет мать Ясмин и Кинан Бея с другой, и он вспоминает слова Харуна Ясмин о том, что этого не может произойти без согласия отца, и говорит: «Ладно, пусть придет еще раз и поговорим». Ясмин и другие дамы очень счастливы. Дислан приходит к госпоже Азади и спрашивает: «Почему ты солгал?» Госпожа Азади говорит: «Молчи, они это услышат. Ты хочешь, чтобы руки Барана были в крови?» Дилан говорит: «Нет, я не хочу, но ты знаешь, через что мы прошли из-за твоего сына, расскажи мне». Госпожа Азади объясняет, что она прилагает усилия не для Хасана, а для того, чтобы не дать своим внукам испачкать руки кровью. Дилан говорит, что зло ложью не прикроешь, я теперь мать и не хочу воспитывать сына в такой обстановке. Госпожа Азади говорит: «Хорошо, девочка, иди и скажи мне, но будь готова к тому, что произойдет, и награда, и грех твои». Он говорит, что я верю в Дилана и Барана, он сделает то, что правильно. С одной стороны, господин Ферат, а с другой стороны, господин Кудрет звонит повсюду по телефону, чтобы узнать, видел ли кто-нибудь или слышал о Хасане. Баран с гневом говорит: «Я найду тебя, Хасан, я найду тебя, даже если ты спустишься на 7 этажей под землю». Когда Дилан бежит за ним и останавливает его, Баран злится и говорит ему: «Не говори мне убить тебя, ты видел, что он сделал». Дилан говорит: «Я не спрашивал, чего ты заслужил, как ты думаешь, что ты сделаешь». Тем временем он слышит, что сказал Хасан Баран, и говорит себе: «Ага, Баран ага сломал перо, смерть подобна смерти, Хасан». Баран очень зол и говорит, что сделает все, что заслуживает, когда найдет его. Дилан говорит: «Не делай этого, пусть он сядет в тюрьму и отбудет наказание, как Джавахир». Когда Баран показывает, что он все еще не может контролировать свой гнев, Дилан задается вопросом, права ли госпожа Азади или ей следует хранить молчание, чтобы защитить Барана. Когда Ясмин звонит Харуну и сообщает ему, что ее отец пригласил его снова встретиться, Харун очень рад. Госпожа Азади кладет все, что у нее есть, в сумку и передает Хасану. С другой стороны, говорит он Хасану: «Стыдно ему, через что мне пришлось пройти из-за такого ребенка, как ты». Ферат находит переписку Хасана с Джавахиром и приносит ее Барану. Он говорит, что все, что произошло до этого, произошло из-за него. Когда Дилан спрашивает, что там написано, она кричит: «Возьми и прочитай, что я могу сделать, если не убью Хасана». Прочитав Дилана, я увидел, как он пытался открыть сейф в своем кабинете. Мисс Азади тоже была там. Он говорит: «Я не знаю, что произошло после этого». Баран кричит на госпожу Азади и спрашивает: «Где вы спрятали своего сына?» Когда госпожа Азади говорит: «Да, я спрятала это, пусть грязь уйдет», Баран спрашивает: «Куда вы это отправили?» Когда госпожа Азади говорит: «Я не знаю, она ушла», Баран уходит, не сказав больше ничего. Приходит Харун и садится за стол с любимым десертом мистера Кинана в руке.
Когда мистер Кинан спрашивает его, скольким семьям вы раздаете еду, Харун смущается, и это ставит его в очень хорошее положение в глазах мистера Кинана. Когда Бэрон сходит с ума от гнева, Дилан пытается его успокоить и не дать сделать что-нибудь плохое. Когда Дилан говорит «твоя сила, твое оружие, твое сердце», Бэрон говорит «нет, ты мое все», и они обнимают друг друга. Пока Хасан жаловался Гэже Азаде, «Где ты была?», госпожа Азади дает ей пощечину, резко ругает ее и дает ей кошелек, полный денег и золота, желая, чтобы она решила родить себя. Господин Кудрет подозревает, что госпожа Азади прячет Хасана, когда он видит ее в тайных местах. Когда Харун встает, чтобы уйти, Ясмин говорит «я возьму тебя с собой». Кинан говорит «остаться, дочь моя, я провожу Харуна». Когда Харун еще раз говорит «спасибо за предоставленный мне шанс», мистер Кинан говорит «я не пойду дальше, возьми твои цветы и шоколад, приди и попроси мою дочь как следует». Харун становится очень счастливым, когда слышит это, благодарит его и уходит. Господин Кудрет начинает искать Хасана, чтобы узнать, где он его спрятал. Тем временем, когда он встречает Бэрона и Дилана, он просит у них прощения. Он говорит, что все, что сделал Хасан, это из-за меня, если бы я тогда не промолчал, всего этого бы не произошло. Затем я обнаружил, что Хасан и мой сын прятались на нашем складе. Когда Баран сказал, чего мы ждем, господин Кудрет отправляет Барана в другое место, потому что он думает, что это подойдет вам как главе племени. Когда Дилан настаивает на том, чтобы сесть с ним в машину, Бэрон злится, и они едут вместе. Господин Кудрет говорит «теперь моя очередь» и берет пистолет. Ясмин бежит за Харуном и догоняет его, и они празднуют это прекрасное событие, обнимая друг друга. Пока Хасан смотрит на то, что дала ему госпожа Азади, и кладет это в карман, туда входит Кудрет. Хасан удивляется, когда видит его, называя его братом. Господин Кудрет говорит, какой у него брат. У него не может быть такого брата, как ты, хватает его за воротник и тащит. Тем временем Хасан кричит, чтобы вы не слышали, это неправильно, позвольте мне объяснить вам это, послушай меня. Пока они в пути, Дилан думает, что господин Кудрет странный, и сомневается в его речи, словно прощаясь. Когда вы говорите, что обычно он не послал бы вас одного за что-то подобное, Баран понимает и возвращается, говоря, что мой отец сделал это, чтобы забрать меня из особняка, а Хасан находится в особняке. Господин Кудрет насильно хватает Хасана за воротник и сажает его в машину. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.